История – ложь. Доказана связь Египта и Америки. В июне 2025 года группа исследователей из Смитсоновского института зафиксировала странную аномалию при сканировании морского дна в районе японского архипелага Рюкю. Эти данные, опубликованные в начале 2026 года, указывают на существование искусственных платформ, чья геометрия с точностью до доли процента повторяет пропорции великих пирамид на плато Гиза. Это открытие ставит современную науку в тупик, так как между этими объектами лежат тысячи миль открытого океана и столетия официально признанной истории. Мы привыкли думать, что древние культуры развивались в изоляции, разделенные непреодолимыми преградами времени и пространства. Однако недавние свидетельства раскрывают перед нами иную картину, где символы, архитектурные приемы и даже математические константы повторяются с пугающей регулярностью на разных концах земного шара. Традиционная модель истории предполагает линейное развитие от простого к сложному, где каждое общество изобретает колесо или письменность самостоятельно. Но когда мы начинаем сопоставлять археологические данные последних лет, эта стройная теория начинает давать трещины. Почему народы, разделенные Тихим океаном, поклонялись одним и тем же божествам в облике пернатых змеев и строили свои святилища в соответствии с движением созвездия Ориона? Научные дебаты продолжаются, и сегодня все больше экспертов склоняются к тому, что наши предки обладали знаниями, которые не вписываются в общепринятые временные рамки. В 2024 году Гарвардский университет опубликовал масштабное исследование по археоастрономии, в котором анализировались более 50 мегалитических сооружений по всей планете. Ученые обнаружили, что храмы в Камбодже, пирамиды в Мексике и неолитические круги в Европе ориентированы на одни и те же звездные скопления с погрешностью менее 1 градуса. Это не просто статистическая погрешность, а демонстрация глубокого понимания прецессии земной оси, на изучение которой у современной цивилизации ушли столетия наблюдений. Возникает нерешенный вопрос о том, существовала ли в глубокой древности некая единая система мер и весов, которая была утрачена в ходе глобальных катаклизмов. Особое внимание исследователей привлекает технология обработки камня, которая кажется идентичной в Египте и высоко в Андах. В 2025 году специалисты из Массачусетского технологического института провели спектральный анализ стыков мегалитов в Саксайауамане и сравнили их с гранитными блоками в основании пирамиды Хеопса. Результаты показали, что в обоих случаях использовалась техника термического воздействия, позволяющая размягчать породу до состояния пластилина. Как две цивилизации, находящиеся на расстоянии более 7000 миль, около 11 тысяч километров, друг от друга, могли прийти к столь специфическому методу обработки материала, остается загадкой. Если мы обратимся к мифологии, то обнаружим еще более странные совпадения. Национальное управление океанических и атмосферных исследований NOAA в своем отчете за 2026 год приводит данные о резком повышении уровня Мирового океана примерно 11 600 лет назад. Это событие удивительным образом совпадает с легендами о Великом потопе, которые встречаются в культурах более чем 250 народов мира. От шумерских текстов до преданий индейцев Хопи сюжет остается неизменным. Это наводит на мысль, что коллективная память человечества хранит воспоминания о глобальной катастрофе, которая стерла с лица Земли предшествующую высокоразвитую культуру. Недавние свидетельства раскрывают поразительное сходство и в области лингвистики и символизма. Например, символ Уробороса, змеи, кусающей свой хвост, встречается в Древнем Египте, Скандинавии, Индии и доколумбовой Америке. Психологи часто объясняют это универсальными архетипами коллективного бессознательного, предложенными Карлом Юнгом. Однако биологи из Института Макса Планка в 2025 году выдвинули иную гипотезу.
Исследуя генетические маркеры коренных народов Южной Америки, они обнаружили следы ДНК, характерные для жителей Океании и Юго-Восточной Азии. Это указывает на то, что трансокеанские путешествия совершались за тысячи лет до официального открытия континентов. Существует две основные научные гипотезы, пытающиеся объяснить эти феномены. Первая, поддерживаемая большинством академических институтов, настаивает на теории конвергентной эволюции. Согласно ей, человеческий разум в схожих условиях неизбежно приходит к схожим инженерным и философским решениям. Пирамида является самой устойчивой архитектурной формой, а наблюдение за звездами – естественным способом навигации и ведения сельского хозяйства. Вторая гипотеза, набирающая популярность в последние 2 года, предполагает наличие общего культурного источника, существовавшего в конце последнего ледникового периода. Одной из самых интригующих находок 2026 года стали результаты лазерного сканирования лесов Амазонии. Под густой растительностью были обнаружены остатки огромных городов с четкой геометрической планировкой, соединенных сетью дорог, протяженность которых составляет сотни миль. Эти структуры демонстрируют такое же мастерство в терраформировании, какое мы видим на плато Наска в Перу или в древних городах Индии. Почему эти знания исчезли? И почему мы только сейчас начинаем осознавать истинные масштабы достижений наших предков? В археологических отчетах за 2024 год часто упоминается феномен идентичных изображений так называемых «богов в сумках». Этот странный артефакт, напоминающий современный кейс, держит в руках божества на барельефах в турецком Гёбекли-Тепе, в шумерских городах и у ацтеков в Мексике. Научные дебаты продолжаются по поводу того, что именно символизировал этот предмет. Некоторые исследователи предполагают, что это была некая переносная технология или стандартный набор инструментов для измерения, которые передавали друг другу представители правящей элиты разных регионов. Еще один нерешенный вопрос касается акустических свойств древних сооружений. В 2025 году междисциплинарная группа ученых провела серию экспериментов в гипогее Халса-Флиини на Мальте и в камерах Великой пирамиды. Было установлено, что эти помещения настроены на резонансную частоту 110 Гц. Эта частота, как показывают современные нейробиологические исследования, способна изменять активность коры головного мозга, вводя человека в состояние глубокой медитации или транса. Трудно представить, что такая точная настройка была достигнута случайно в разных частях света. Недавние свидетельства раскрывают, что даже в вопросах медицины древние культуры проявляли поразительное единообразие. Трепанация черепа с высокой выживаемостью пациентов практиковалась в Древнем Перу и в неолитической Европе с использованием практически одинаковых инструментов и методов. Это говорит о существовании системы передачи знаний, которая была гораздо более эффективной, чем мы можем себе представить. Возможно, торговые пути и культурный обмен в бронзовом веке и ранее были настолько развиты, что идеи распространялись по всей планете в течение десятилетий, а не столетий. При изучении календарей древних цивилизаций мы сталкиваемся с еще более сложной загадкой. Календарь майя, египетский солнечный цикл и ведические расчеты времени в Индии опираются на одни и те же циклы продолжительностью в 25 920 лет. Этот период, известный как Большой год или цикл прецессии и равноденствий, требует невероятно длительных наблюдений для его вычисления. Каким образом кочевые или ранние аграрные общества могли накопить и систематизировать данные за такой огромный промежуток времени, остается предметом горячих споров в научных кругах. В 2026 году в журнале Nature была опубликована статья, посвященная анализу изотопного состава древних артефактов из меди, найденных в Северной Америке и Европе. Исследователи обнаружили, что медь из шахт в районе Великих озер использовалась при создании предметов искусства в додинастическом Египте.
Это открытие, если оно будет подтверждено дальнейшими тестами, полностью перевернет наши представления о глобальной экономике древнего мира. Получается, что морские пути через Атлантику были освоены за 3000 лет до нашей эры. Когда мы смотрим на эти факты в совокупности, становится ясно, что современная парадигма истории нуждается в серьезном пересмотре. Мы больше не можем игнорировать тысячи миль или тысячи километров морских путей, которые, как выясняется, не были преградой для древних мореплавателей. Недавние свидетельства раскрывают сложную паутину связей, объединявшую человечество задолго до появления современных средств связи. Каждое новое открытие, сделанное с помощью технологий 2025 и 2026 годов, приближает нас к пониманию того, что мы не первая глобальная цивилизация на этой планете. Этот путь познания требует от нас интеллектуальной автономии и готовности ставить под сомнение устоявшиеся догмы. Мы призываем вас не принимать на веру готовые ответы, а проводить самостоятельное расследование, анализируя данные из надежных источников, таких как публикации ведущих университетов и отчеты международных исследовательских миссий. История Земли гораздо глубже и таинственнее, чем написано в школьных учебниках. Каждый из нас способен внести свой вклад в разгадку этих нерешенных вопросов, если сохранит критический склад ума и жажду истины. В конечном итоге понимание нашего прошлого является ключом к пониманию нашего будущего в этом бесконечно сложном и взаимосвязанном мире.